Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Мода с Владанной. Сегодня я спешу вас порадовать своей очередной обновочкой, моим креативом. Вы видите свитер, а через пару минут будет юбочка. Все пока на сметке, юбочку сметывают мои мастерицы. Ну, а я с пылу с жару нашла минутку для съемок, так как предновогодняя пора горячая, много работы, всем сразу все нужно. Ну, это и хорошо, когда в тебе нуждаются, поэтому мы стараемся от души. И вот на мне такая интересная, креативная обновка. Я приобретала ткань на юбку. Юбку вы сейчас увидите. Юбочка-карандаш с бахромой по низу. А остался кусочек с метра, 30 сантиметров. И вот я этот кусочек сорганизовала в свитерочек. Кусок получился такой интересный вариант. Кокетка-шарф или стойка, переходящая в шарф. Вот вы видите, как это изделие смотрится сзади и спереди. Захотелось сделать комбинацию к этой ткани, так как зеленого много, мне захотелось его разбавить черным цветом. И вот таким активным пятном зеленое вошло в черный цвет. Но мне кажется, что, на мой взгляд, все очень гармонично в плане композиции, и я своим решением довольна. На повороте формы, вот так как эти мои 30 сантиметров, они по прямой, я сделала бахрому, и на повороте, на изломе, естественно, вот здесь образуется драпировочка, которую можно по-разному закладывать. Ее можно вот так выкладывать и фиксировать каким-то чудесным, здесь или брошечкой, или булавочкой. Ну вот в канун Нового года мне под руку попались шарики, и вот они тоже могут освежить этот свитерок. Вот мой этот шарф, кокетка заканчивается карманчиком. Все это пришивается по боку и заходит в пройму. А также выходит на спинку. Вот вы видите, здесь у меня нет плечевого шва. И моя кокеточка по переду переходит в кокетку на спинку, которая также вытрепывается бахрома. Свитерок мой имеет перепад длины, перед короче, а спинка длиннее. То есть длина спинки попадает в одну длину с моей такой асимметричной деталью. Ну вот, сейчас вы увидели аутфит с черными брюками. Ну а мои девочки мне подготовили юбочку, собрали на примерочку. Кофточка, кстати, тоже на примерке, вметан рукавчик. И я смотрю, где что мне хочется. Необычное такое креативное решение. Сейчас очень много в продаже тканей в клетку, твидовых, шанельки. И вот как раз небольшой кусочек ткани, 30 сантиметров, вы подбираете трикотаж. На кофточку мне пошло 1,30 м ткани при ширине 1,20 м. И такой новый, свежий, оригинальный вариант верха у вас готов. Ну вот, уже и юбочка подоспела. Буду сейчас себя рассматривать. Ну и вы как раз вместе со мной можете посмотреть, написать в комментариях ваше мнение. Мне это очень интересно и приятно. Вот такой интересный костюмчик у меня получился. Юбочку я поддержала кокеткой асимметричной
И она по-новогоднему ярко, нарядно смотрится. Первоначально подбирала ткань, хотела что-то другое, но поняла сразу, что зеленый цвет однотонный было бы занадто много, другой цвет вообще был не родной, а вот черный все объединил. Черный, мы с вами знаем, белый и серый – это те цвета, которые можно вводить в сочетание с другими цветами. Ну, в данном случае на клетке присутствует черный, поэтому он гармонично и как нельзя кстати вошел в мой костюм. Вот вы видите поближе, как смотрится бахрома. Вот так, здесь у нас вот этот свободный объем на драпировку. Можно его и так оставить. В этом тоже что-то есть. Ну, а можно, конечно же, и сформировать, приложить, разложить, заколоть. Тоже возможность для творчество, возможность украсить себя. Удобный карман в конце нашего шарфика. Ну, а с этой стороны моя прямая линия вошла в рукавчик, в проймочку. Я первоначально думала вывести ее и оставить нависающим крылышком, но потом поняла, что это излишне. Должна быть четкость в плечах, в рукавах, хотя вот сейчас я на примерочке увидела, что плечико для меня великовато. Ну, сложно сразу рассчитать в процессе раскроя, так как у меня трикотаж, мягкая ткань, шанелька, поэтому все живое. В данном случае я могу смело убрать по 1,5 сантиметра, и будет более аккуратное мое плечо. Конечно же, можно было эту деталь зафиксировать, но мне вот именно так и нравится. Легко, воздушно, свободно, таким вариантом жилета. Ну, кстати, можно сделать и симметрично с двух сторон. Тоже будет интересно. Такой шарф с двумя свисающими краями. Поэтому в данном случае асимметрия. Но можно еще с этой идейкой поработать. Я чувствую как модельер потенциал в этой идее. Можно, кстати, отдельно сделать стойку вот с такими концами, такая стойка шарф, которую также отдельно можно с карманами на концах, можно одевать и на пальто, и на пуховики, и на курточки. Пуркуа, почему бы и нет. Ну вот, видите, сзади как решена спинка. Вот тут еще появится пуговичка. Сзади я ткань разложила таким образом, что на край приходит кромочка. Ну и у меня разрез до талии, а вверху небольшая прорезь для удобства, для горловинки. Отлитную кокеточку, она у меня не соединена, можно зафиксировать. Ну вот, чтобы она четче лежала на спине, достаточно нашей пушистой бахромы. Люблю экспериментировать. Творчество – прекрасное лекарство от скуки и от всяких плохих мыслей. В творчестве мы забываем обо всем, творим и получаем удовольствие. Поэтому я люблю этим заниматься, чего и вам желаю. Вот такой у меня тепленький и оригинальный костюмчик получился в канун Нового года. Так, сейчас во второй части мы с вами со схемой и с процессом создания моего свитерочка познакомимся подробно на столе. Пожалуйста.